В Петербурге минувшей ночью умер Эдуард Хиль. Ему было 77. В апреле известный певец перенес инсульт. И с тех пор состояние его здоровья оставалось крайне тяжелым. Соболезнования родным и близким певца уже выразил президент Владимир Путин. В 60-е, 70-е Хиль был одним из самых известных эстрадных исполнителей. Новый всплеск популярности пришел к нему в 2010-м, когда в интернет попала запись 76-го года. «Как я рад, ведь я наконец возвращаюсь домой». После этого Хиля окрестили мистером Трололо. Как грустно провожать человека, чье имя всегда ассоциировалось с праздником. Так уж повелось. Каждый голубой огонек, каждая знаменательная дата в СССР, и с экранов хитровато прищуренный взгляд, лиричная, как провожают пароходы, оптимистичная «Не плачь, девчонка» или задорный потолок ледяной. Первая песня Эдуарда Хиля в башкирской эвакуации. Из Смоленска его вывезли за 1,5 часа до захвата фашистами. Детдом, долгая разлука с семьей. А тогда юный Эдуард в самодеятельном хоре пел перед ранеными бойцами, о чем вспоминал спустя больше 60 лет. И вот эти вот дети хором пели «Вставай, страна огромная». Представляете, что было вот с этими солдатами? Он пошел учиться в полиграфическое училище, но у Хиля просто не могло получиться связать свою жизнь с чем-то, кроме музыки. Оперная студия, консерватория, первые награды были именно в классической музыке. Но поманила эстрада в лице Клавдии Шульженко. На концерте, как потом говорил певец, она заставила переживать, чувствовать и горевать. Впервые на эстраде Эдуарда Хиля представил Леонид Утесов в 62-м. А спустя 7 лет артист уже в жюри конкурса, на котором выступает Лев Лещенко и ансамбль «Песняры». Хиля звали в Москву, но он предпочел столицу Северную, где произошли 2 исторические встречи с композиторами Петровым и Островским. Они прославили Хиля, он прославил их, и все вместе Ленинград. Когда 3 года назад в Кремле Эдуарду Хилю вручали орден за заслуги перед Отечеством, он вспомнил давнюю историю, которая чуть было не погубила карьеру. По просьбе Гагарина на концерте он спел шутливую песню «Как хорошо быть генералом». Имелись в виду итальянские, то есть из стана возможного противника. Но наши военные весьма высокопоставленные обиделись. И если бы не Брежнев, спросивший как-то Хиля, куда пропал, эстрады было бы не видать. И еще одна награда славы нагнала Хилю в 2010-м, когда интернет сошел с ума от восторга из-за записи 76-го года «Как я рад, ведь я наконец возвращаюсь домой», той самой «Трололо». Народного артиста наперебой приглашают в клубы, впрочем, сам он очень осторожно относился к внезапному всплеску популярности. 8 апреля Эдуарда Хиля увезли в обычную городскую больницу. Родные и друзья говорили, что если жизнелюбивому, не умеющему сидеть на месте артисту судьба предоставит даже 1 шанс из 1000, он обязательно его использует, чтобы выкарабкаться с больничной койки. Виталий Лукашов, Вести, Санкт-Петербург.